В Абу-Даби все ждут переговоров о судьбе Донбасса. Генсек НАТО в Киеве говорит, каким должно быть соглашение с Россией, которое разворачивает ядерную активность в Беларуси накануне истечения срока действия договора СНВ-3. Вашингтон молчит. Зеленский просит Штаты прокомментировать нарушение России энергетического перемирия. Трамп отвечает, что Путин выполнил свое обещание. Соратники Трампа настаивают на передаче томагавков Украине. Маск говорит, что Америка движется к гражданской войне, а в его офисах проводят обыски и вызывают на допрос. Клинтоны готовятся давать показания в Конгрессе. В Украине за деньги военных вывозили за границу. Раскрыта организованная группа. Здравоохранение рассказывает, как избавился от наркотической зависимости. Об этом и не только. Подписывайтесь, комментируйте. Время начать. На Западе вызывает растущую тревогу то, что Россия наращивает ядерное присутствие в Беларуси накануне истечения договора по СНВ-3. Изначально западные СМИ обратили внимание на подтвержденное Кремлем развертывание российских ракетных систем «Орешник» на территории Беларуси. В сети было опубликовано видео, на котором мобильные пусковые установки передвигаются по белорусским лесам, маскируются и переводятся на боевое дежурство. По заявлениям Александра Лукашенко, в стране уже размещены десятки российских тактических ядерных боеголовок. Ракета «Орешник» с дальностью до 5,5 тысячи километров теоретически накрывает почти всю Европу. Западные издания пишут, что переброска новых комплексов в Беларусь носит демонстративный характер. Активность совпала по времени с истечением договора СНВ-3, последнего соглашения между Москвой и Вашингтоном по контролю над стратегическими ядерными вооружениями. По оценке СМИ, Минск и Москва используют перемещение ядерной техники как инструмент давления на Соединенные Штаты. Сигнал заключается в том, что без продления договора ядерный фактор в Беларуси станет постоянным и неконтролируемым. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение России о добровольном продлении ограничений по договору о стратегических наступательных вооружениях остается в силе. Однако ответа со стороны американской администрации до сих пор нет. Китай призвал Вашингтон откликнуться на предложение России по договору. В Пекине рассчитывают, цитата, «на ответственную позицию Вашингтона». Китай принял к сведению конструктивные предложения, ранее выдвинутые Россией в отношении последующих договоренностей по договору СНВ-3, и надеется, что Соединенные Штаты отреагируют позитивно и действительно будут способствовать обеспечению глобальной стратегической стабильности. Генеральный секретарь НАТО в Киеве. Цель поездки Марка Рютте – переговоры с украинским руководством о дальнейшей военной поддержке и усилении противовоздушной обороны. Мы поддерживаем вас как на словах, так и на деле, и показываем, что предоставляем вам ту поддержку в сфере безопасности, которая необходима. Наше командование в Висбадене, в Германии, координирует поставки ключевого военного оборудования для Украины. Это соответствует потребностям не только на поле боя, но также и будущим оборонным потребностям Украины. Мы обеспечиваем сдерживание на перспективу, и через наши инициативы Украина получает оборудование и технику, которые зачастую могут быть предоставлены только США при поддержке наших партнеров. Главный вопрос – нехватка у Украины ракет для систем противовоздушной обороны и скорость их поставок. Рютте подтвердил политическую поддержку со стороны Альянса. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обещание, данное Путиным Дональду Трампу. Американцы думали, что это будет работать в течение недели. Но если посмотреть на одну интересную вещь. Сегодня по нам был нанесен удар. Это было 71 ракета и 450 дронов, только шахедов 450. Если посмотреть на тот ударный комплект, который Россия хотела применить в момент, когда как раз закончилась встреча в Абу-Даби, то в принципе его было значительно меньше. Что они сделали? Они отложили удар, нарастили количество ракет и дронов и нанесли удар в самые холодные дни. Марк Рютте прокомментировал текущий переговорный процесс между Украиной и Российской Федерацией. Он убежден, ситуацию все еще можно решить дипломатическим путем. Я воспринимаю это очень серьезно. Я думаю, что президент Украины полностью готов сыграть свою роль и пойти на соглашение с россиянами, которое, разумеется, должно быть приемлемым для обеих сторон и, безусловно, для Украины, без всяких сомнений. Но, конечно, это поднимает вопрос о том, насколько серьезно к этому относятся россияне. Я надеюсь, что они настроены серьезно, и президент Соединенных Штатов вместе со своей командой делает все возможное, чтобы принести мир. Я высоко оцениваю их усилия, были предприняты значительные шаги. Однако эта ночь стала очень плохим сигналом. Генсека НАТО Рютте привезли на территорию ТЭЦ в Киеве, по которой был нанесен ракетный удар. По словам министра энергетики Шмыгаля, эту ТЭЦ обстреляли, когда температура опустилась до минус 25 градусов по шкале Цельсия.
Обещание, которое со слов президента Трампа дал ему Путин, не сработало. В ночь на 3 февраля Россия нанесла самый масштабный удар по Украине с начала года. Всего 71 ракета разных типов и около 4,5 сотен беспилотников. Удары по 27 локациям. Основные направления бомбардировок – Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Винницкая и Одесская области. Цели – объекты энергетической инфраструктуры. Результат – массовые отключения электроэнергии и тепла в целом ряде регионов. Особенно сложная ситуация в Одесской и Винницкой областях. Этот удар показал разрыв между публичными заявлениями и реальными действиями. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сказал, что ожидает реакции Соединенных Штатов на российские удары по энергетике нынешней ночью. Президент Украины упомянул, что Трамп говорил об энергетическом перемирии сроком на неделю. Но удары, как сказал Зеленский, состоялись спустя 4 дня после его начала. Мы ожидаем реакции Соединенных Штатов Америки на российские удары. Это было предложение именно Америки на время дипломатии и такой холодной зимней погоды прекратить удары по энергетике. Была просьба лично от президента Соединенных Штатов. Мы видим, что Россия на эту просьбу ответила рекордом баллистики. Неполных 4 дня прошло из недели, о которой Россию просили. Это говорит и обо всем другом, что Россия обещает или еще может пообещать. Если их слово не держится сейчас, то чего ожидать дальше? Трамп прокомментировал российские удары и не поддержал заявление Зеленского о нарушении Россией договоренностей об энергетическом перемирии. Более того, президент Америки заявил, что Путин сдержал свое слово. Пауза была с воскресенья по воскресенье, и срок истек, и он нанес по ним сильный удар прошлой ночью. Нет, он согласился, он сдержал свое слово в этом вопросе. Это немало, понимаете, 1 неделя. Это мы примем любое время, потому что там действительно очень-очень холодно. Но это было в воскресенье, и длилось с воскресенья по воскресенье. Сегодня в Абу-Даби стартуют трехсторонние переговоры Соединенных Штатов Америки, Украины и России. О том, что в переговорах примут участие Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, подтвердил Белый дом. Ранее о том, что переговоры начнутся с двухсторонних переговоров с американцами, заявила украинская сторона. Накануне в Абу-Даби приземлился самолет с российской делегацией. Напомним, камнем преткновения в переговорах стал территориальный вопрос. Отвести украинские войска от Донбасса требует Россия. Соединенные Штаты, по данным СМИ, ее в этом поддерживают. Украина стоит на своем. Президент Зеленский неоднократно заявлял, что Донецкую область вооруженные силы Украины не оставят. Накануне нового раунда трехсторонних переговоров республиканский ястреб Линдси Грэм призвал Дональда Трампа резко повысить ставки и передать Украине крылатые ракеты «Томахок». По его словам, нынешнее давление на Москву не дает результата. Грэм заявил, что попытки заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров и прекратить массированные удары по Украине провалились. Он поддержал идею Трампа ударить по нефтяным клиентам Кремля, которые, по его мнению, финансируют российскую военную машину, и призвал реализовать эту стратегию совместно с Европой. Однако ключевым шагом сенатор назвал возможную поставку «Томагавк» Украине, подчеркнув, что это стало бы переломным моментом в войне. В ближайшие дни и недели давление на Путина нужно усиливать. Любые переговоры, которые выглядят как поощрение агрессии, приведут к катастрофам по всему миру, заявил Грэм. Издание Financial Times описало проект гарантии безопасности с возможностью военного ответа на российскую агрессию, который обсуждался на закрытых встречах представителей Киева, Вашингтона и европейских столиц в декабре и январе. Документ могут вынести и на возможные трехсторонние переговоры с участием Украины, России и Соединенных Штатов в Абу-Даби. Схема реакции прописана поэтапно. Если Москва нарушит перемирие, в первые сутки последует дипломатическое предупреждение, а украинские военные получат мандат на сдерживание эскалации. Если этого окажется недостаточно, могут быть задействованы военные силы так называемой «коалиции желающих», в которую входят многие страны Евросоюза, Великобритания и Турция. В случае продолжения наступления, а через 3 суток допускается уже согласованный ответ с участием вооруженных сил Соединенных Штатов. Детали возможных военных шагов не раскрываются. Известно лишь, что Россия резко выступает против появления западных войск на территории Украины. Илон Маск считает, что Штаты близки к гражданской войне. Один из пользователей социальной сети X опубликовал фото столкновений с полицией в Миннеаполисе с комментарием: «Пора смириться с тем, что гражданская война 2.0 уже началась». Такое ощущение, прокомментировал Маск.
Тем временем французская полиция провела обыск в парижском офисе соцсети X. Дело, начатое в январе прошлого года. Из-за возможных манипуляций алгоритмами и незаконного сбора данных расширили после жалоб на работу чат-бота Grok. Илона Маска и бывший гендиректор X Линду Якарина вызвали на допрос 20 апреля. В X ситуацию не комментируют. Маск ранее называл расследование политическим. Прокуратура Парижа также объявила, что перешла из X в LinkedIn и Instagram. На фоне подготовки к намеченным на пятницу переговорам Ирана и Соединенных Штатов напряженность между ними продолжает усиливаться. Fox News сообщает, что американские военные сбили иранский беспилотник в Аравийском море после его опасного сближения с авианосцем Эбрахам Линкольн. Информацию подтвердили в Центральном командовании Вооруженных сил Соединенных Штатов. Параллельно издание Oil Price пишет о попытке иранских катеров помешать проходу нефтяного танкера под американским флагом через Ормузский пролив. Выстрелов не было, судно продолжило движение без повреждений. Несмотря на серию инцидентов, в Белом доме заявили, что переговоры с Ираном по-прежнему запланированы на конец недели. При этом, по данным журналиста Axios Барака Равида, Тегеран хочет перенести встречу из Стамбула в Оман и требует провести переговоры исключительно в двустороннем режиме, только с участием Соединенных Штатов, без арабских и мусульманских стран-наблюдателей. Министр иностранных дел Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран открыт к дипломатии, но только на основе взаимного уважения. После провала этого недавнего заговора, теперь уже они снова говорят о дипломатии, тогда как мы всегда были готовы к дипломатии при условии равноправия, при условии взаимного уважения и обеспечения интересов иранского народа. Мы должны говорить с уважением. В Катаре, одной из стран, взявших на себя роль посредника, заявили о постоянных контактах с Тегераном и ключевыми странами региона с целью предотвратить эскалацию. Я могу заверить вас, что мы работаем в тесной координации со всеми нашими соседями и дружественными странами, с которыми мы сейчас взаимодействуем. Как вы уже упомянули, важную роль играют Турция, Египет, Оман и Саудовская Аравия. Мы все вместе работаем в тесной связке, чтобы добиться деэскалации, защитить наш регион и убедиться, что в нем не произойдет новой эскалации. Национальная полиция Украины раскрыла коррупционную схему уклонения от воинской службы. Военных вывозили из части прямо за границу. Цена вопроса доходила до $40 тысяч. Полиция заявила о разоблачении организованной группы. По делу задержаны 7 подозреваемых. По версии следствия, они за деньги помогали военным покинуть воинскую часть. Выезд в любую точку Украины стоил $16 тысяч, а пакет с переходом границы уже 40 тысяч. Оплату принимали через криптокошельки. Кроме организаторов задержаны и 2 военных, которые воспользовались услугами схемы. Билл и Хиллари Клинтон согласились выступить перед Комитетом Палаты представителей в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил представитель их офиса, уточнив, что решение принято на фоне угрозы вынесения вопроса о неуважении к Конгрессу. Республиканцы ранее требовали личных показаний экс-президента и бывшего госсекретаря, обвиняя их в затягивании и нежелании сотрудничать. В команде Клинтонов на это отвечают. Они готовы прийти и ответить на все вопросы, чтобы, по их словам, задать стандарт открытости для всех участников расследования. Там также напоминают, что Клинтоны уже давали показания под присягой и считают нынешнее расследование во многом политическим. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал согласие Клинтонов позитивным сигналом, но пока не сообщил, будет ли снята угроза голосования о неуважении к Конгрессу. Ранее Билл Клинтон признавал, что летал на самолете Эпштейна в начале 2000-х, однако настаивал, что не знал о его преступлениях и впоследствии сожалел о любых контактах с ним. В Индии активно обсуждают новое торговое соглашение с Соединенными Штатами. Согласно договоренностям, Штаты сократили пошлины на индийские товары с 50 до 18%. В обмен Индия согласилась снизить торговые барьеры для американского экспорта. В Индии называют сделку выигрышной для обеих сторон, поскольку снижение тарифов может оживить экономику и создать новые рабочие места. Эксперты отмечают, что новые договоренности могут вернуть интерес иностранных инвесторов к индийским активам. В парламенте правящая коалиция поздравила премьер-министра Нарендру Моди, назвав соглашение важным шагом для экономики страны и ее международных позиций. По словам Дональда Трампа, одной из договоренностей был отказ Индии от российской нефти. Но Индия этого пока не комментировала, и в Кремле уверяют, что ничего об этом не слышали. Действительно ли Индия отказалась от закупок российской нефти? До сих пор на этот счет каких-то заявлений из Дели мы не слышим. Мексика прекратит поставки нефти на Кубу – это еще одно резонансное заявление Дональда Трампа.
При этом президент заявил, что Вашингтон сейчас ведет контакты с кубинским руководством и стороны довольно близки к договоренностям. Ранее кубинские власти отрицали переговоры с Соединенными Штатами. Сейчас это несостоявшееся государство, и они не получают денег ни от Венесуэлы, ни откуда-либо еще. Это несостоявшееся государство. Мексика прекратит поставки им нефти. Поэтому я хотел бы позаботиться о людях, которые находятся здесь и приехали с Кубы. Вы знаете, у нас много людей, которые прибыли с Кубы, их либо изгнали с Кубы, либо они бежали оттуда. Они переплывали на плотах. Они проходили через воды, кишащие акулами. Я не знаю, как им это удалось. Это было много лет назад. Многие хотели бы вернуться, многие хотели бы хотя бы навестить своих родственников. И я думаю, мы довольно близки к этому. Но сейчас мы ведем переговоры с кубинским руководством. Is really one of the most critically important issues in our healthcare today. And it's the worst health outcomes. The opportunity to reach out, as you described, is extraordinary. Everything else is just going to follow naturally. Problems that really... Developed world, the highest maternal mortality rate in the developed world. We need to integrate services. These, Эти, знаете ли, 12-шаговые программы спасли мне жизнь. Все, вся гравитация моей жизни, моя семья, мои дружеские отношения, моя работа, все вокруг них. Я хожу на собрания каждый день. У меня нет времени ходить на собрания. У меня 75 тысяч сотрудников. У меня большая работа, и на меня рассчитывает множество людей. У меня действительно нет времени. Но я все равно хожу. При любых обстоятельствах. Когда я впервые пришел в программу в сентябре 1983 года, на своем первом собрании я спросил, как долго нужно продолжать ходить на эти встречи. Мне ответили, просто ходи, пока тебе не понравится. Я хожу уже 43 года. Мне до сих пор не нравится ходить на собрания. Всегда есть место, где мне хотелось бы быть больше. Я бы предпочел остаться в постели с женой. Я хожу на раннее утреннее собрание. Но я хожу каждый день, потому что, когда я хожу, вся остальная моя жизнь работает. Мы переживаем духовный недуг в этой стране. Именно поэтому мы платим так много за здравоохранение. Потому что людям не платят за то, чтобы делать пациентов здоровыми. Все в системе, страховые компании, больницы, врачи, фармацевтические компании зарабатывают деньги, сохраняя нас больными. И вы это знаете. Эти экономические стимулы просачиваются вниз и меняют человеческое поведение. И мы ничего не сможем изменить без этого. Самый простой способ изменить поведение – это выровнять финансовые стимулы. Как только вы это сделаете, все остальное последует естественным образом.